Добрый день! Хочу поделиться с вами техникой по работе с тревогой, с тревожными состояниями, с тревожными мыслями. На самом деле эта техника универсальная. Ее можно много где использовать, она очень простая. Я вам сейчас чуть попозже про нее расскажу, про эту технику. Но сейчас также хочу сказать первое про когнитивные искажения. Тут есть связка тревога и когнитивные искажения. Что такое тревога? Тревога — это что-то в будущем. Мы думаем о чем-то, представляем, моделируем, фантазируем. И часто бывает так, что это не совсем так, как мы это представляем. И мы иногда ошибаемся. И мы про свои личные когнитивные искажения я расскажу в самом конце. Я прям приведу список, какие у меня. Я буквально перед съемкой этого видео попытался вспомнить, не знаю, 3 или 4 свои когнитивных искажения и вам их расскажу. Это я сейчас говорю про то, что, опять же, в будущем мы моделируем различные ситуации, и они очень сильно негативные. Но когда наступает этот момент, эта ситуация, и часто это оказывается не так. Теперь вернемся к тревоге, к тревожным состояниям. Дело в том, что если посмотреть статистику по России, по СНГ, по миру, допустим, конкретно статистика по СНГ и по России, то, что более 50% жителей России и СНГ страдают тревожными различными состояниями, различными тревожными мыслями, беспокоятся о будущем, о зарплате, о отношениях, о деньгах. Что-то у каждого свое, о мире и так далее. То есть мир сейчас такой, что у каждого из нас есть какие-либо тревоги, и у меня в том числе. То есть вы представьте, в России, допустим, там живет 145 миллионов человек, и половина людей из них тревожатся, половина людей из них есть тревожные мысли. Но тревога — это не всегда плохо. Тревога — это вообще, благодаря тревоге, благодаря процессу эволюции, мы вообще находимся здесь сейчас, она помогла нам выжить. То есть образно можно разделить хорошая тревога, плохая, иррациональная, рациональная тревога. Когда вы, допустим, идете ночью по улице и видите большую собаку с таким лицом, и она на вас гавкает, и у вас, естественно, тревога. Это нормально. Вы мобилизуетесь, вы предпринимаете какие-либо действия, чтобы не встретиться с этой собакой, чтобы как-то избежать, чтобы она вас не съела. Но иногда бывает такая тревога, когда мы накручиваем у себя в голове различные мысли о муже, о деньгах, о детях, о мире, о чем угодно. Я думаю, вы сами прекрасно понимаете. И опять же, грубо говоря, от тревоги едет крыша, от тревоги ничего хорошего нет. Если тревога моментальная какая-то, рациональная, когда вы увидели собаку, это нормально. Но когда тревога постоянно у вас в голове, когда вы анализируете какие-либо мысли, события и представляете, моделируете негативные сценарии, то ни к чему хорошему это не приводит. Потому что сейчас буквально одну секундочку скажу, как тревога действует на организм, на физическое состояние. Когда у человека возникает тревога, кровь, которая у нас есть по всему физическому телу, она отходит от внутренних органов, приходит к мышцам, мобилизует все ресурсы, то есть процессы пищеварения останавливаются, кровоснабжение внутренних органов, потому что кровь ушла, останавливается, все в мышце, чтобы реакция «бей, беги», «сражайся», «делай что-нибудь», мобилизация всех полностью ресурсов. Да, в стрессовой ситуации, когда вы увидели собаку с таким лицом, и когда она на вас лает, гавкает и пытается вас укусить, это нормально. Вы сразу мобилизуетесь, предпринимаете какие-то действия, быстро бежите и так далее. Медвежья болезнь у многих возникает в этой ситуации. То есть это нормальное проявление тревоги. Но когда в таком состоянии, когда кровь внутренних органов уходит, когда большое количество гормонов и гормональный коктейль выплескивается в организм наш, когда много адреналина, норадреналина, кортизола, чего только нет. И когда нету видимой причины для того, чтобы бояться, для того, чтобы что-то сейчас произошло, а вы в этом начинаете жить. То есть страдает ваше физическое состояние, ваше психологическое состояние, когда вы всегда в процессе, вы как будто бы ждете какого-то удара, ждете какого-то стресса, вы мобилизовали все свои ресурсы, вы в ожидании, вы такие, сейчас что-то произойдет, сейчас будет что-то такое. То есть в этом состоянии жить и на сердечно-сосудистую систему, да и вообще на весь организм в целом в плане и психологии, и физиологии тревога очень-очень плохо влияет. Теперь давайте вернусь к технике. Как я уже сказал, техника по снятию тревожного состояния, тревоги, тревожных мыслей, она простая, универсальная. Пришла она из КПТ, когнитивно-поведенческой терапии.
Ну, эту технику можно, как я уже сказал, использовать не только при тревоге и при других случаях. Сейчас я вам расскажу. Значит, называется техника СМР. Что требуется от вас? Берем ручку, листочек бумаги. Тут самое главное, это как дневник у нас получается. Все записывать, потому что не получится это в голове проиграть, как-то в голове попытаться смоделировать, это так не работает. Вот именно эта техника и подобные техники, они работают только тогда, когда мы берем ручку, листочек бумаги, многих это бесит, многие это не хотят делать, но так эта техника работает. Эта техника вообще там не нужно придумывать велосипед, она научно доказана, она популярна, ее много кто применяют в мире, у нее очень много модификаций различных этой техники, но она крутая, на самом деле, она очень-очень эффективна, она простая и супер эффективная эта техника. Ну и вот, берем ручку, листочек бумаги, пишем СМР, для того, чтобы нам не забыть. Теперь, что обозначает эта аббревиатура? S – это ситуация и события, M – это мысли, E – это эмоции, R – это реакции. Ну, реакции мы подразделяем еще на телесные и на поведенческие реакции. То есть, вот как я сказал, вот конкретный пример. Берем листочек бумаги, написали СМР, расчертили, вот такие вот сделали столбцы, написали. И теперь представим какую-либо ситуацию по тревоге. Я вот сейчас ради примера. Допустим, какая ситуация либо событие. Вы находитесь в офисе, вы менеджер по продажам, ситуация, вы смотрите в свой монитор, выполняете какую-то рутинную деятельность, что-то там печатаете, звоните, пишете. То есть вот ситуация, вы находитесь в офисе и выполняете свою работу. Какие у вас приходят мысли при тревоге? Вы начинаете отслеживать и записываете прямо это все. Записали сюда эту ситуацию, потом записываете мысли, а мысли вам приходят. Так, у меня мало денег, мне нужно заплатить ипотеку, у меня также кредит на iPhone, скоро день рождения жены, а у меня зарплата маленькая, премия, не знаю, будет или не будет в этом месяце, у меня реально не хватает. Что я буду делать дальше, если я буду дальше работать менеджером по продажам? Я не заработаю на квартиру в Москве, у меня начинается паника, у меня начинается тревога. В общем, у меня начинаются вот негативные мысли, что мне делать, как мне быть, как быть вообще в этой ситуации. Мне нужны срочно деньги, чтобы заплатить, так как я уже сказал, ипотека, кредиты, скоро день рождения жены, еще дети есть, им еще нужно подарки купить, их в школу нужно собрать. Вы записываете все мысли. Дальше вы записываете эмоции, которые у вас в данный момент проявляются. Это страх, это тревога, это вот наподобие паники. Вот все эмоции, которые вы чувствуете в данный момент, вы их записываете в эмоции. Далее реакции. Какие? Реакции сначала телесные. Что происходит в физическом теле? Сердце начинает биться гораздо сильнее, во рту появляется сухость, возможно, пробрасывает в пот, возможно, вас начинает немножко трясти. Это вот как при панических атаках, вот такие вот телесные реакции. Такие же телесные реакции есть при стосне, вот с чем я работаю, синдром тревожного ожидания, сексуальной неудачи с мужчинами. Вот записывайте все физические реакции, что у вас происходит в теле, как меняется ваш голос, тембр голоса, как у вас зрение становится не обширным таким, а вот прямолинейным именно. Далее вы записываете поведение, что вы делаете в данный момент. Вот вернемся к ситуации, то, что вы находитесь в офисе. Какое у вас поведение в данный момент? Телесные ощущения и телесные реакции мы записали, а теперь поведение. Вы начинаете звонить, допустим, клиентам, чтобы заработать премию, чтобы продать как можно больше чего-либо, смотря там, где вы работаете менеджером по продажам. Вы начинаете звонить родителям, пытаться занять у них денег, вы начинаете искать, вы начинаете звонить, я не знаю, либо не звонить, общаться с коллегами, узнавать у них как можно больше заработать, у кого какая зарплата, какие оклады, может устроиться в другую фирму. То есть какие-либо конкретные действия, которые вы делаете прямо сейчас в состоянии именно тревоги. Ну, я думаю, тут все логично и все ясно, как я уже сказал. Тут это простая техника. Главное это записывать. И когда вы записали один раз, второй раз, третий раз, у вас уже и потом, самое главное, начинается уже анализ. Вы потом смотрите то, что вы написали, и вы уже полностью, у вас как будто бы ясное видение появляется, смотрите на всю картину. А что же происходит? Ситуация, которая была, в которой вы находитесь
в офисе, мысли, которые были у вас тревожные, эмоции, которые вы испытывали, чувствовали, реакции, которые были телесные и поведенческие реакции. Когда вы 2-3 раза записали все это, вы уже анализируете, и снижается уровень тревоги, и вы уже находите либо когнитивные искажения, либо выход из ситуации. Это не магия. Вот это реально так работает. Нужно просто попробовать 2-3 раза записать те ситуации, которые в тревоге, по тревожным ситуациям, которые у вас происходят. И вот записать это все, и потом это проанализировать. Дальше также можно углубиться в мыслях, записать за и против, сделать 2 дополнительных столбца. За – это мысли, которые отвечают за правдоподобность этих мыслей. А против – это про недостоверность этих мыслей. Тут также можно развить эту уже тему, эти вот мысли. Ну, допустим, опять же, вернуться к этому примеру. Мысли, которые приходили, когда сидишь в офисе, когда не хватает денег, когда платить квартиру, ипотеку, жене подарок, детей в школу собрать. За то, что да, у меня реально маленький оклад, да, я реально много понабрал кредитов. Это за правдоподобность этих мыслей. Теперь неправдоподобность против то, что премию в этом месяце я, скорее всего, получу, потому что я хорошо выполнял свою работу, у меня есть крупные VIP-клиенты, кредит мне осталось платить последний месяц, с ипотекой, возможно, мне помогут родители. То есть мы анализируем эти мысли и пишем уже за и против. И теперь, когда вот у нас будет полностью вся таблица заполнена, у нас начнут проявляться именно когнитивные искажения. То есть про что я говорил в самом начале. Про то, что ситуацию, которую мы представляли, моделировали, она не всегда бывает так на самом деле. Вот теперь про свои реальные когнитивные искажения, которые у меня были, я их даже вот записал, говорю перед этим видео. Написал я себе Sprinter. Дело в том, что первую машину, которую я купил, это Toyota Sprinter 94 года. Это больше, там, не знаю, сейчас 20 с чем-то лет. И я этой машине покупал дорогие колеса, дорогое литье, дорогое масло лил в эту машину. И я думал, что она будет ехать гораздо быстрее, не 100 км в час, а 180 будет ехать. То, что у нее будет плюс X скорости, плюс, там, не знаю, 10% или 100% к безопасности. То есть эта машина 94 года, она вообще там еле передвигалась. Вот у меня было такое когнитивное искажение. Я в нее там вкладывал деньги и думал, что я из нее сделаю конфетку. Но это была машина очень старая, и она не могла очень быстро ехать, и она постоянно ломалась. Вот реальный пример когнитивных искажений. А я делал все действия, я вкладывался в эту машину, столько денег в нее вложил, вот сейчас думаю, зачем я все это сделал. Дальше, мое когнитивное искажение. Когда мы жили с женой в Красноярске, это было около 8 лет назад, мы планировали переезд в Москву, и я думал, что в Москве я не найду работу больше 50 тысяч, то, что, там, не знаю, какие-то топ-менеджеры, там, не знаю, какие-то супер-пупер инженеры получают там 60-70 тысяч, а простые средние инженеры, там, высшей квалификации, либо первой категории получают максимум 50 тысяч. У меня было такое финансовое ограничение, финансовое такое убеждение, когнитивное искажение, то, что в Москве нет зарплат больше 50 тысяч, и то, что даже не в Москве нет зарплат, а то, что я не устроюсь в такую работу инженером больше 50 тысяч. Это вот реально когнитивное искажение. Третье когнитивное искажение. Это про мой диплом. Я думал, что всю жизнь мне говорили родители, и я, там, не знаю, мне кажется, лет 5 только назад я от этого отошел. То, что самое главное в жизни получить высшее образование, диплом инженера, и я останусь работать в Красноярске и буду инженером. И то, что диплом я буду всем показывать, это самое главное вообще привилегия в моей жизни. По факту я свой диплом инженера, ну вот я сейчас вспоминаю, я показывал его всего один раз только своим родителям. Все, я больше на всех работах, которые я работал инженером, я даже не показывал диплом инженера, то есть о своем высшем образовании. Это вот когнитивное искажение. Я думаю, что в Москве я не найду работы, все будут требовать только у меня не одно высшее образование, а 2 высших образования. То, что всем только нужен мой диплом. Ну, я работал в частных фирмах, кому я даже им не показывал, они даже у меня и не спрашивали, они спросили, у тебя есть высшее образование? Да, есть. Я с собой принес диплом, хотел им показывать, они говорят, так, не надо показывать. Вот оно когнитивное искажение. А я всю жизнь думал, что самое главное это получить там, этот диплом о высшем образовании, механико-технологический факультет там, и так далее, когда я уже второе образование получал. В общем, вот это привел свои именно когнитивные искажения, которые у меня были. Теперь подытожиться. Тревога возникает часто у нас в нашей жизни. Тревога бывает рациональна и иррациональна. Благодаря тревоге и процессу эволюции мы вообще здесь и сейчас.
Тревога когда-то нам помогает в определенных ситуациях, но когда-то она нам вредит. И чтобы она нам не вредила, и чтобы не гробить свою психику, чтобы крыша не ехать, чтобы не гробить свое физическое состояние, выполняйте эту технику. Кстати, да не только при тревоге, при аналогичных каких-либо ситуациях. Техника простая, бесплатная, эффективная. Она очень эффективная, опять же, как я уже сказал. Много клиентов, с кем я ее делал, да и вообще мои коллеги, сексологи, психологи работают по этой технике и приходят к очень хорошим результатам с работы с клиентами. В общем, наверное, все у меня. Если у вас есть какие-либо вопросы, то задавайте. С вами был сексолог, психолог Сергей Витищенко. Если у вас по каким-либо причинам вы не можете выполнить эту технику, либо у вас есть какой-то запрос другой, не связанный с тревогой, а может даже и с тревогой, то обращайтесь ко мне, будем с вами работать. У меня есть сайт 10024.ru, можете посмотреть мои образования, мои отзывы, там куча отзывов по моей работе. В общем, пишите с теми проблемами, с которыми вы хотите справиться, я вам в этом помогу. Все, если есть какие-то вопросы, задавайте. С вами был Сергей Витищенко. Всего доброго, до свидания.